Приветствую на канале МАФ. Сегодня будет специальный спортивный выпуск прогулок по метавселенной. Я расскажу новости про виртуальный футбольный стадион Манчестер Сити, а также про то, как чемпион мира Магнус Карлсон собирается перенести шахматы в сэндбокс. Поехали! Итак, лучшее место для того, чтобы поговорить о первой новости, находится в Decentraland на координатах 60 и 1. Это первый стадион в метавселенной, который называется Moonshot. Самое раннее упоминание о нем на Reddit я нашел еще в 2020 году. То есть какой-то энтузиаст построил это тогда, когда слово метавселенная еще толком никто не знал. А сегодня, спустя 2 года, футбольный стадион в метавселенной собирается построить чемпион английской премьер-лиги Манчестер Сити. Клуб заключил контракт с Sony, и их специалисты в сфере виртуальной реальности построят копию домашнего стадиона Etihad. В новости говорится, что фанаты со всего мира смогут вживую и в записи смотреть домашние матчи своей любимой команды. Согласитесь, наблюдать за трансляцией в VR-очках со стадиона было бы куда интереснее, чем смотреть плоскую картинку на экране. Но в данном случае правильнее будет сравнивать метавселенную с реальностью, а не с интернетом. Чем вообще может отличаться виртуальный стадион от физического? На Etihad Man City мы пока взглянуть не можем. Но вот Moonshot, в котором мы сейчас находимся, поможет какую-то картинку в голове представить. Здесь можно пинать мяч, забивать голы, смотреть счет на табло. То есть это все-таки игра, а не место для трансляций. Тем не менее, здесь есть большое пространство для трибун. Сидят такие однотипные человечки, прям как в футбольном симуляторе FIFA. Если еще представить, что в это время по полю бегают виртуальные футболисты, то все сойдется. Это будет такой же симулятор, только не от лица игрока, а от лица зрителя. Заменяет ли погружение в виртуальный стадион обычный физический поход на футбол? Конечно же нет. Как и реальный футбол не заменяет FIFA на PlayStation. Это просто другая форма развлечения с другими возможностями. И в этой новости главное то, что Манчестер Сити стремится сделать что-то новое и полезное для своих фанатов. Много других клубов уже создали свои фанатские токены и коллекционные NFT, но это все казалось лишь дополнительным способом заработка. А вот стадион для трансляции в метавселенной уже очень такое крутое решение для болельщиков, да и для всей индустрии. Что вы думаете про эту новость, напишите в комментариях к видео, а мы пока переместимся к следующему месту. Это арт-парк MAF в Decentraland. Найти его можно по координатам 63 минус 146. Сейчас здесь представлены объекты, спроектированы участниками первого в России хакатона по метавселенным. Но нас интересует здесь один конкретный экспонат – CryptoChess. Мы здесь, потому что еще одна новость связана именно с шахматами. Animoca Brands и Play Magnus Group перенесут шахматы в метавселенную. Обычно такие новости о сотрудничестве двух компаний с неизвестными названиями кажутся скучными. Но штука в том, что это не неизвестные компании, а лидеры в своих сегментах. Animoca Brands разрабатывает The Sandbox, самую активно развивающуюся метавселенную на сегодняшний день. А Play Magnus Group – это крупная шахматная организация, основанная действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном. Она занимается развитием всей шахматной инфраструктуры, начиная с обучения и заканчивая проведением турниров. В официальном анонсе сотрудничество двух компаний описано очень широко. Будет создана NFT-коллекция с лучшими шахматистами, социальный токен для зрителей турнира Champions Chess Tour. Но, впрочем, все это то, что уже и так есть в других спортивных дисциплинах. Самое интересное в том, что внутри метавселенной Sandbox появится блокчейн-игра, основанная на шахматах. Какая она будет, пока непонятно, поэтому мы и отправились сюда поиграть, возможно, в единственные шахматы на данный момент в метавселенной. Их разработала компания Verse Impact на хакатоне MAF и заняла 2-е место. Выполнены они в стиле киберпанка, стены здесь украшены артами на тему бегущего по лезвию, но круче всего выглядят сами фигуры. На поле сражаются два блокчейна – Ethereum и Binance.
Это мультиплеерная игра, значит, можно приходить сюда с другом и сражаться. Шахматы не только красивые, но и удобные. Здесь нельзя будет сделать ход не в свою очередь. Разработчики это учли, поэтому смухлевать не получится. Еще есть кнопка, которая раскладывает фигуры по своим местам. Другая кнопка возвращает на один ход назад. А чтобы передвигать фигуры было еще удобнее, можно подняться на лифте и смотреть на все сверху. Не факт, что в Sandbox шахматы от Магнуса Карлсона будут с классическими правилами. Формулировка в анонсе очень размыта. Блокчейн-игра, основанная на шахматах. Возможно, разработчики захотят создать такой игровой опыт, который будет доступен только внутри метавселенной, вместо того, чтобы делать обычные шахматы. И знаете, мне это даже кажется более правильным решением. Метавселенная все-таки должна предлагать какой-то новый опыт и не стремиться заменить старый. А когда она еще и открыта и децентрализована, для этого есть еще больше возможностей. Кстати, если вы дизайнер или программист и интересуетесь метавселенными, то вступайте в комьюнити креаторов MAF. Это будет возможность для вас познакомиться с другими такими же энтузиастами, а также участвовать в следующих хакатонах и встречах. Кто знает, возможно, именно ваши навыки окажутся очень полезными и востребованными в метавселенной. Ссылка на страницу есть в описании. А в комментариях также напишите, понравился ли вам такой формат прогулок по метавселенной с рассказом новостей. И не забудьте поставить лайк, чтобы видео на канале выходили чаще. Спасибо и до новых встреч!